90-е и начало нулевых определенно стали для мира моды периодом экспериментов. Золотая эпоха супермоделей сменилась героиновым шиком, а затем на подиум ворвались они. Загорелые красотки с формами определенно выделялись на фоне бледной кожи и экстремальной худобы. Жизель Бунхен, Алессандра Амброзио, Анна Беатрис Баррес и, конечно же, Адриана Лима дали старт бразильскому вторжению в модной индустрии. И именно историю последней мы сегодня и расскажем. Привет, я Надин, и в этом видео вы узнаете историю успеха легендарного ангела-ветерана Victoria's Secret несравненной Адрианы Лимы. Особую благодарность хотим выразить сообществам ВКонтакте, посвященным Адриане и ангелам Victoria's Secret. А сейчас, как обычно, ставим лайк и начинаем. Прежде чем мы начнем, хотим вам порекомендовать очень душевный и мотивирующий канал Mira and Sisters, где вы можете узнать чудесные истории обычных женщин, которые доказали, что женщина может все. Смотрите на канале Mira and Sisters. Анастасия Богушевская. Супермодель из Нью-Йорка. Супермодель по-русски. История Настиного успеха от простой девчонки из Тольятти, которой пришлось пройти миллионы кастингов, получить миллиарды отказов и все-таки получить свой счастливый билет. Хотите ли вы поехать в Милан? Я говорю, да. До королевы подиумов и обложек журналов, живущей в окружении звезд. Мадонна, Риhanna, Ашер. А как Мадонна в жизни? Шикарная женщина, кстати. Настя расскажет нам, что надо делать, чтобы добиться такого успеха. И даже немножко покажет. Не бойся давать вот эту свободу. Это даст нам немножко легкости, да, в повороте. Смотрите на канале Mira and Sisters, ссылка в описании. Адриана Лима родилась 12 июня 1981 года в Сальвадоре, штат Баия, Бразилия. Очень долгое время многие источники утверждали, что полное имя модели Адриана Франческа Лима. Но в 2010-м она лично опровергла эту информацию, заявив в интервью W Radio Colombia, что ее имя просто Адриана Лима. Okay, may I please just correct one thing though? Don't get upset. Yeah. My name is it's not Francesca. I don't have a middle name. It's only Adriana Lima. Лима родилась в семье Нельсона Торреса, который был плотником, и Марии де Граса Лимы, социального работника, которые подарили Адриане огромное разнообразие кровей. Модель делилась, что имеет африканские, португальские, японские и швейцарские корни, а также кровь коренных народов Бразилии и Америки. Отец ушел из семьи, когда малышке было всего 6 месяцев, и воспитание дочери легло на плечи матери. В одиночку она вырастила Адриану и никогда не позволяла ей ни в чем нуждаться. За все это время отец ни разу не поинтересовался, как дела у его дочери. Трудный период сделал для юной Лимы маму не просто мамой, а настоящим другом. Также большую поддержку оказывали дедушка и бабушка, которую затем в своих интервью модель неоднократно называла примером самой сильной женщины. Адриана росла абсолютно обыкновенным ребенком и о карьере модели никогда не задумывалась. Ей нравился мир творчества, она много рисовала и устраивала с друзьями импровизированные театральные постановки, но в будущем видела себя в медицине в роли педиатра или вовсе монахиней. Я росла обычным ребенком, старалась не пропускать школу, хорошо училась и из-за своей застенчивости всегда больше хотела делать то, что делали мальчишки. Играть в футбол, лазать по деревьям, возиться с машинками, и я постоянно что-то читала. Я думала, что стану педиатром. Моя семья была очень религиозной, и я даже рассматривала вариант, чтобы стать монахиней. Сейчас я всегда произношу молитву перед большими событиями в моей жизни и стараюсь каждое воскресенье посещать мессу. Связь с церковью навсегда во мне. Я очень религиозна, я верю в природу, верю в энергию, верю в духов и считаю, что если вы связаны с Божественным и ваши намерения всегда чисты, ангелы обязательно защитят вас, поделилась Адриана. Школьные годы Лима вспоминает без особой радости. Кроме того, что будущая модель из-за своего роста и худобы стандартно подвергалась оскорблениям со стороны сверстников, так еще и все ее детство прошло в окружении криминала и насилия. Бывший центр работорговли и первая столица Бразилии считается одним из самых криминальных городов страны, особенно окраины, где и росла будущая супермодель. Я была страшно застенчивой и не
не блистала красотой, никогда не была той самой суперстар. Когда меня фотографировали, то я постоянно корчила рожицы. Я не любила фотографироваться. В 12 мой рост был всего лишь 166 сантиметров, но в 13 я начала резко расти, и меня стали называть шваброй. Став старше, я вообще не пользовалась косметикой, а помаду ярких оттенков и вовсе боялась, думая, что мои губы станут еще больше и уродливее. Рада, что с возрастом это прошло, и сейчас красная помада для меня практически номер один в макияже. Школу я ненавидела, она была очень далеко от моего дома. Каждое утро мне приходилось заставлять себя садиться в автобус, потому что нас буквально окружало насилие. Однажды я возвращалась домой, и на меня и мою подругу напал грабитель. Когда подруга начала ему сопротивляться, он выстрелил ей в лицо, мгновенно убив. Учитывая мою набожность, я была очень застенчива в общении с парнями, поэтому впервые поцеловалась лишь в 17 лет. И моим твердым убеждением всегда было, что секс только после замужества. Мужчины должны уважать тот факт, что это мой выбор. Если нет уважения, это означает, что они меня не хотят. Поделилась модель. Адриана также осудила аборт, назвав его преступлением, и что она полностью согласна со всеми учениями церкви. Продолжая мечтать совершенно о другом, в голове Адрианы не было ни единой мысли о том, чтобы попробовать себя в роли модели. Человеком, который навел суеты в жизненных планах девушки, стала ее подруга, которая не хотела участвовать в конкурсе в одиночку и попросила Лиму отправить фото вместе с ней. И в 15 лет Адриана выиграла конкурс Ford Supermodel of Brazil. Я не хотела участвовать во всем этом, но она так упрашивала меня, что я согласилась. И в итоге перезвонили только мне. И вся моя жизнь перевернулась. Поделилась модель. В 94-м она приняла участие в шоу моделей от бренда Кольчи, а с 95 по 96 появлялась в их рекламных кампаниях. В 96-м Адриана приняла участие в еще одном конкурсе Ford Supermodel of the World и заняла второе место. Но даже после того, как модель получила первое признание, Лима все равно сомневалась, что это действительно то, чем она хочет заниматься в жизни. И здесь толчком на дальнейший шаг выступила ее мама. Мама сказала мне, что, возможно, это единственный шанс в моей жизни и стоит попробовать. Я думала о том, что побуду неделю в Штатах и вернусь назад в Бразилию, но Нью-Йорк поглотил меня. Однако перед тем, как Адриана улетела в Нью-Йорк, ее маме нужно было получить разрешение от бывшего мужа, которое позволяло его несовершеннолетней дочери выезд за границу. И здесь случилась их первая встреча. Тогда модель осталась абсолютно равнодушна, но в 2007-м после своего оглушительного успеха Лима рассказала, что полностью простила отца, и у нее нет обид на него. «Я ни о чем не жалею, у всего в этой жизни есть причина. Так должно было быть, чтобы я оказалась там, где я сейчас. Я помогаю папе финансово и стараюсь поддерживать с ним хорошие отношения». В 97-м Адриана подписала контракт с Elite Model Management, села в самолет и улетела в Нью-Йорк, чтобы стать частью новой истории в мире моды. Больше всего я заметила, что у всех были большие машины и то, как многие были одеты. Странная обувь, зеркальные очки и бесформенная одежда. Мне это показалось очень безвкусным. Поделилась своими первыми эмоциями о Нью-Йорке модель. Жизнь начала полностью меняться. Зная всего пару слов на английском, Адриана отказалась от репетитора и самостоятельно выучила язык. А также начала читать множество книг и журналов о фэшн-индустрии, чтобы иметь четкое понятие о том, где она собиралась работать. Переехав в Нью-Йорк, я сразу начала ходить на кастинги. Я помню свою первую неделю, когда весь день с 9 утра и до 8 вечера я бегала со своим портфолио, а эта штука ужасно тяжелая, от одного дизайнера к другому. Каждый кастинг был испытанием для моей нервной системы. Помню, я пришла в офис Гуччи, и мой живот не справился с волнением, и каждый раз, когда я начинала говорить, он начинал издавать странные звуки. Мне было жутко стыдно. Они отнеслись к этому с пониманием, но работу я так и не получила. Я просмотрела практически все журналы всех фотографов и встретила дизайнера Анну Суи, фотографа Эллен фон Унверт и решилась кардинально изменить свой образ, коротко обрезав волосы. И с этого момента для меня открылись множество дверей. Поделилась Адриана. На Нью-Йоркской неделе моды, которая прошла в сентябре 97-го, Лима дебютировала на подиуме, а в 98-м Эллен фон Унверт опубликовала свой фотоальбом под названием «Wicked», где главной героиней стала Адриана. Мы работали в студии, и я сказала своему помощнику, что нашла девушку, и думаю, она невероятна. Давай после фотосессии возьмем что-нибудь из одежды и расскажем ее историю. Он ответил: отлично, я как раз купил туфли и чулки, рассказала Эллен. Также в 98-м Лима получила свою первую обложку, которым стал сентябрьский номер журнала Marie Claire. А после Адриана поработала с фотографом Стивеном Майзелом, который снял ее для итальянского Vogue, и это дало ей путь в мир высокой моды.
Меня распирало от волнения и гордости. Я думала, как я смогла попасть сюда, как девушка из бразильского города, носившая топ, рваные джинсы и пляжные шлепанцы, смогла войти в большие стеклянные двери Vogue. Я правда не понимала, как смогла сделать это, но я была там, это были мои полароиды, и это было потрясающе. Поделилась Адриана. Еще одним прорывом в карьере Лимы стал ее постер на Таймс-сквер от бренда Vasseret, после которого на своего будущего, самого известного ангела обратили внимание агенты Victoria's Secret. И в 99-м модель впервые вышла на подиум легендарного Victoria's Secret Fashion Show, а в 2000-м стала их новым ангелом. Мне было всего 18, и я получила приглашение на кастинг. Я жутко нервничала. Спустя время они мне перезвонили и сообщили, что я прошла. Помню, в день шоу я приехала одна из самых первых. Никого не было в зале. И тут начали собираться остальные девочки. Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Стефани Сеймур. Я смотрела на них и не могла поверить, что выйду вместе с ними на подиум. Мечта сбылась. Стефани Сеймур навсегда останется величайшим ангелом для меня. Ну и, конечно, Жизель. Ведь она открыла миру бразильских девушек. За все то время, что я проработала с Victoria's Secret, они стали настоящей семьей для меня. Я многим обязана им в конце концов. Именно благодаря этой работе мое имя стало настолько известным. Бренд навсегда останется особенной частью моей жизни и карьеры из-за прекрасной энергии и комфорта, которые я чувствовала, работая с ними. И это то, чем я действительно дорожу. У Victoria's Secret культовое наследие, которым я всегда буду гордиться, а наблюдать за эволюцией бренда в том, как они защищают женщин, захватывающе. И вообще я планирую стать моделью, которая участвовала в шоу наибольшее количество раз. Я так надеюсь, что смогу надеть крылья и в 50. Поделилась Адриана. Если верить изданиям, которые приоткрыли завесу вокруг ангельских контрактов, за свою работу с брендом Лима ежегодно получала около $3,5 миллионов. В 2000-м Адриана получила обложку итальянского Vogue Gioiello, которая была посвящена 20-летию журнала, а свою первую официальную обложку Vogue ангел получила в 2003-м. В марте 2001-го Лима познакомилась с музыкантом Лени Кравицем, и между ними завязался роман, который продлился 2 года. На тот момент модель встречалась с фотографом Эстефаном Калькано, но Кравиц не успокоился, пока не завоевал сердце бразильянки. Пара старалась не афишировать свои отношения и держалась в стороне от СМИ. Адриана появилась в клипе Лени Yesterday is Gone, а также стало известно, что пара помолвлена. Годы спустя Лима опровергла эту информацию, сказав, что это были лишь слухи. Верить или нет? Выбирайте сами. В апреле 2003-го их роман закончился. Лени очень приятный и заботливый человек, но, к сожалению, не сложилось. Наши графики были слишком загружены, и мы не могли найти время друг на друга, заявила модель. Также в 2001-м Адриана дебютировала в кино с короткометражкой «Слежка», снявшись вместе с Клайвом Оуэном и Микки Рурком. Это, к сожалению, стала единственная роль модели, где она исполнила другого персонажа. Во всех дальнейших проектах она сыграла роль самой себя. Увидеть Адриану также можно в сериалах «Сказочная жизнь», «Как я встретил вашу маму», «Дурнушка Бетти», «Сумасшедшие» и в фильме «8 подруг Оушена». Tudo bem. Sim, tá tudo bem mesmo, não se preocupe. Eu acho que o avião vai estar saindo às 3. В 2002-м Victoria's Secret впервые отметили своего нового ангела, доверив Адриане закрыть шоу, а в 2003-м она получила свое первое открытие, а также подписала контракт с Maybelline New York, за который получила $3 миллиона, и начала встречаться с принцем Лихтенштейна Венцеславом, став одной из немногих супермоделей, имевших отношения с членами королевской семьи. В апреле 2006-го на прилавках появился новый выпуск журнала GQ с заголовком «Самая чувственная девственница в мире», на обложке которого была Адриана. Горячее фото и заголовок сделали свое дело, и выпуск стал самым продаваемым выпуском года. В этом же году на вечеринке Victoria's Secret модель познакомилась со своим будущим мужем, сербским баскетболистом Марко Яричем. В 27-й день рождения Адрианы Марко сделал ей предложение, и она ответила «да». В интервью журналу People Марко признался: «Мне трудно влюбиться, но сейчас это определенно не та ситуация». Лима же призналась, что до этого момента не думала, что выйдет замуж. «Я никогда не представляла себя замужней женщиной, не потому что не хотела этого, просто мне было тяжело найти того самого. Но в одночасье все изменилось. Я поняла, что Марко единственный, с кем я могу представить себя в роли жены и матери большой семьи».
В 2007 Адриана вновь открыла шоу Victoria's Secret, а в 2008 удостоилась сразу двойной чести, открыв шоу и получив свое первое фэнтези-бра. Black Diamond Fantasy Miracle стоимостью $5 миллионов и общим весом более 1000 карат был создан ювелиром Мартином Катцем. Из 3575 черных бриллиантов, 117 бриллиантов круглой огранки весом в 1 карат и из 34 рубинов. А изюминкой стали 2 черных бриллианта в форме капли общим весом 100 карат. В этом же году на ежегодном суперкубке Victoria's Secret представили сольный рекламный ролик бренда с Адрианой, который стал самой просматриваемой рекламой игры, с результатом почти в 104 миллиона зрителей. It's showtime. В мае 2009-го счастливые молодожены объявили, что ждут первенца. 15 ноября 2009-го на свет появилась Валентина, первая дочь семьи Лима Ярич. Малышка весом 1 килограмм 200 грамм родилась в нью-йоркской клинике на 34-й неделе беременности из-за возникших осложнений. В течение 5 месяцев у Адрианы была преэмплаксия. После родов она провела 2 недели в постельном режиме. Валентина была самым маленьким ребенком во всей больнице. Я хотела бы забрать ее домой, но в моем случае это было невозможно. Большая команда врачей заботились обо мне и малышке. Мне очень повезло. После родов Марко постоянно помогал мне. Он кормил малышку и менял ей памперсы, преуспев в этом даже лучше, чем я. Он очень сильно любит Валентину. Я вижу это в его глазах каждый раз, когда он смотрит на нее. Поделилась Адриана. Сначала она говорила: «Я не знаю, как держать ее на руках. Она же такая маленькая. Я не смогу». Спустя 2 дня никто не мог дотронуться до Валентины, кроме Адрианы. Мы умоляли ее разрешить взять на руки малышку или покормить ее. Адриана так защищала дочку, что стала похожа на львицу. Я должен был сказать ей: «Адриана, малыш, это естественно, что ты хочешь защитить Валентину. Но ты же собираешься начать убивать людей», рассказал в своих интервью Марко. В 2010-м Адриана триумфально вернулась на подиум Victoria's Secret во 2-й раз, получив и открытие шоу, и фэнтези-бра. Ювелирный дом Дамиани создал Bombshell фэнтези-бра из белых бриллиантов, топазов и сапфиров стоимостью $2 миллиона. А также Адриана попала в список опасных знаменитостей. Компания McAfee, занимающаяся компьютерной безопасностью, назвала Лиму 6-й самой опасной знаменитостью для поиска в интернете. Рейтинг был основан на анализе McAfee сайтов, зараженных вредоносными программами, которые используют имена популярных знаменитостей для заманивания людей. С обретением такой огромной популярности, естественно, всем стало интересно, как Адриана сохраняет свое тело в такой шикарной форме. И какой же она на самом деле человек. Главным секретом модели является бокс, которым она занимается вот уже более 20 лет. Я начала заниматься боксом 20 лет назад, и в то время он был известен только как спорт для мужчин. Сначала я скептически относилась к нему, но вскоре он меня зацепил. После 2 месяцев тренировок я поняла, насколько быстрой и сильной я могу быть. Я стала еще увереннее, и это начало набирать обороты. Я тренируюсь 6 дней в неделю и всегда слежу за своим питанием и сном. По своей природе я жаворонок, поэтому вам вряд ли удастся найти меня на какой-нибудь ночной вечеринке, поделилась Адриана. Совместно с брендом часов IWC Адриана стала частью благотворительного проекта «Борьба ради мира», где продемонстрировала свои боксерские навыки подрастающему поколению. Также модель неоднократно помогала детским приютам в родном Сальвадоре и фондам по борьбе с раком. Что же до характера? Очень многие рассказывали, что Лима – это самый человечный человек из всех. Несмотря на свой статус в Victoria's Secret, она с большой доброжелательностью помогала и поддерживала новеньких моделей. А на съемках ее называли самым позитивным ангелом. Это сторона Адрианы, о которой я действительно рад рассказать. Был ужасный ветер и мороз. Адри стояла на улице в одном лишь нижнем белье и не сказала ни слова. Она профессиональна в любой ситуации. Было очень много подобных случаев. Например, когда все мы изнывали от жары на важных съемках с Адри, но пара шуток от нее помогали нам продолжать работу, будто мы в совершенных условиях. И ее позитив заразителен. Вся съемочная группа умирает от смеха, когда она шутит. Поделился фотограф Рассел Джеймс. Сама же Адриана рассказывала, что очень ценит в людях искренность и сразу прекращает общение, если видит, что ее пытаются обмануть. Работа моделью – тяжелая работа. Ваши коллеги – ваши соперники, и это действительно мешает узнать получше других девушек. Мир моды – жестокое, корыстное и завистливое место, в котором нужно оставаться сильным. Я всегда стараюсь найти со всеми общий язык и быть доброжелательной настолько, насколько это возможно. Если мне приходится сталкиваться с негативными личностями, которые провоцируют меня на конфликт, то я просто стою и улыбаюсь.
И чаще всего им просто надоедает, и они уходят. 2011 затянул Адриану в несколько скандалов. Так еще в 2009-м Бразилия запустила свой аналог шоу Victoria's Secret Monange Dream Fashion Tour, и бренд не особо волновался о нем, пока контракт не подписали Алессандра и Адриана. Руководство формально не могли запретить ангелам подписать соглашение. Поэтому, когда показ решил выйти на мировой уровень, Victoria's Secret просто подали на них в суд за плагиат. В итоге компания Monange прекратила проводить шоу, а Адриана и Алессандра успели принять участие лишь в одном показе. Также в шоу можно было увидеть других моделей бренда. Анна Беатрис Баррос на этот момент уже не работала с Victoria's Secret, а вот Изабель Гулар и Изабель Фонтана довольно активно продолжали свое сотрудничество. Случившееся никак не повлияло на их статус, и все четверо сохранили свои контракты с Victoria's Secret. Затем, после своего рассказа об экстремальной диете и подготовке, Адриану обвинили в пропаганде анорексии. Она рассказала, что за 9 дней до показа Victoria's Secret отказывается от твердой пищи, полностью переходя на жидкое питание, а за 12 часов до шоу перестает даже пить. Помимо этого, Адриана дважды в день ходила на тренировки. По данным Google, диета Лимы стала настолько популярной, что в 2012-м она вошла в 5 самых популярных диет в интернете, после чего модели пришлось выступить с обращением. Подростки, пожалуйста, не голодайте и не питайтесь только жидкостью. Я знаю, что мои тренировки очень интенсивные, но мне просто нравится это делать. Я не следую диете целый год. Я делаю это только в определенное время. После шоу я снова становлюсь нормальной, заявила Лима. В декабре Донна Каран представили новую весеннюю линию, лицом которой стала Адриана. Коллекция была отснята на юге Гаити и несла в себе черты благотворительности, после того, как бренд уже пожертвовал огромные суммы пострадавшим во время землетрясения, которое произошло в январе 2010-го и унесло жизни 200 тысяч человек. Адриана также была одной из тех, кто активно оказывал помощь пострадавшим. На одном из снимков в кадре оказались 2 темнокожих молодых людей, которые и вызвали волну критики, что бренд продемонстрировал расистский подтекст. Многим не понравилось, что их использовали словно реквизит для съемки, чтобы придать еще больше контраст светлокожей Лиме, а также то, что взгляд модели выглядел слишком агрессивным, когда парни выглядели вполне доброжелательно. Закончили это выражением того, что фотография явно не демонстрировала приятные отношения между белой девушкой и темнокожими парнями. После этого молодые люди были удалены со снимка. 2012 вновь стал для Адрианы годом, наполненным событиями, на этот раз положительными. В начале года модель стала лицом турецкого бренда Mavi Jeans. За первую половину года ее рекламная кампания увеличила продажи на 50%. Представители бренда рассказали, что одежда, которую Лима представила в рекламе, вызвала такой большой спрос, что ее запасы просто-напросто закончились. В феврале Лима стала единственной знаменитостью, которая появилась сразу в 2 рекламных роликах на Суперкубке. Она снялась для онлайн-магазина цветов Телефлора и для Kia Motors, которую посмотрели более 200 миллионов зрителей. Ролик, рекламирующий новую Kia Optima, поднял продажи на 31%. А в марте Адриана и Марко объявили, что ждут 2-го ребенка. И 12 сентября 2012 на свет появилась малышка Сиена Лима Ярич. Спустя 3 недели Ангел уже вернулась к тренировкам, так как не хотела пропускать новое шоу Victoria's Secret. Никому не понравилась эта идея, но я сделала это вызовом для себя. Я хотела выйти на подиум, заявила Лима. И спустя 8 недель Адриана открыла новое шоу Victoria's Secret, что поклонники, которые привыкли видеть точеную фигуру на подиуме, приняли довольно холодно, написав, что лучше не стоило жадничать и пропустить этот год, сосредоточившись на своей дочери. В 2013-м Адриана стала первой женщиной, которая появилась в ежегодном календаре Pirelli, будучи беременной. Обычно бренд проводил фотосеты более эротического характера, но этот год стал исключением. На шоу Victoria's Secret Лима, как обычно, блистала во всей своей красе, но на самом деле все было не так просто. Перед шоу Ангел довольно сильно заболела гриппом. Я совсем разболелась в день показа. У меня начался грипп, и в течение всего шоу меня страшно лихорадило. Обычно я занимаюсь спортом перед шоу, но в этот раз я просто была не в состоянии. Я даже не знаю, как я прошла по подиуму. Когда мы приземлились в Нью-Йорке, у меня было чувство, что мои голова и уши просто взорвутся, рассказала Лима. В мае 2014-го Адриана и Марко принесли поклонникам грустные вести, заявив, что разводятся. После долгого и тщательного обсуждения мы решили расстаться. Мы горды быть родителями 2 наших невероятных девочек, и мы продолжим совместно воспитывать их. В эти моменты, когда мы начинаем новую деликатную главу в жизни нашей семьи, мы были бы очень признательны за уважение
уважение и терпение со стороны общественности, было сказано в официальном заявлении. Многим, конечно же, было недостаточно этой информации, и они желали знать, что произошло между супругами. Так начали плодиться слухи, что Марко изменял Адриане с женщиной, которая жила по соседству. Лима начала замечать следы нахождения в ее доме постороннего человека. Затем она якобы обнаружила интимную переписку между этой самой девушкой и Марко, и на фоне этого потребовала развод. Все это по сей день остается слухами, так как никто из представителей пары не давал комментариев о настоящих причинах развода. Сама же Адриана сказала: «Я закрытый человек, поэтому есть вещи в моей личной жизни, которыми я не хочу делиться. Ничего из моей личной жизни не поможет вам. Моя работа может помочь. Моя личная жизнь – не думаю». Марко же был немного откровенней и рассказал, что Адриана очень ревнива, так как часто верит таблоидам. «Я уже давно перестал обращать внимание на эти заголовки, особенно когда это касается семьи. Все это исключительно личные моменты. Адриана и я уже давно обсуждали расставание и дошли до той фазы, когда наши характеры сталкивались, создавая негативную энергию. Мы перестали взаимодействовать. Мы до сих пор не знаем, будет ли это временный разрыв или постоянный. Каждый день мы проводим вместе с нашими детьми. И я буду защищать свою семью. Я очень уважаю Адриану как мать моих детей». В марте 2016-го пара официально развелась, и каждый начал строить свое новое счастье с другими. Забавным моментом стали слухи, что у Лимы завязался роман с Джастином Бибером, после чего модель заявила, что парни ниже 180 сантиметров навсегда для нее лишь друзья. На ежегодном шоу Victoria's Secret бренд решил сделать огромный сюрприз поклонникам, представив сразу 2 фэнтези-бра, которые достались ветеранам среди ангелов Адриане и Алессандре Амброзио. Dream Angels Fantasy Bras, каждая стоимостью в $2 миллиона, были созданы ювелиром Паскалем Муавадом и состояли из сапфиров, рубинов и бриллиантов. При создании было использовано более 16 тысяч различных камней и 18-каратное золото. На создание каждого бра ушло более 1380 часов. Этот год был еще более особенным, потому что впервые бра надели двое, и вторым ангелом стала моя близкая подруга Алессандра. Это был очень волнительный момент. Как здорово иметь возможность разделить честь с таким хорошим другом. Нам с Алессандрой всегда очень весело вместе. Я думаю, что один из лучших моментов – это когда мы просто вместе перед камерой. За всеми этими прическами и макияжем мы просто 2 глупые девчонки из Бразилии, которые всегда заставляют друг друга смеяться. Поделилась Адриана. В ноябре 2015-го Лима получила собственную восковую фигуру в музее Мадам Тюссо, которая была представлена в роковом образе с Victoria's Secret Fashion Show 2013 года. Когда мне сообщили, что музей Мадам Тюссо хочет сделать мою восковую фигуру, я была в шоке. Первое, что я спросила, благодаря кому это стало возможным. И когда я узнала, что все это потому, что тысячи фанатов отправили музею письма с просьбой сделать это, я расплакалась. Это какая-то невероятная честь и настоящий подарок от людей, которые и так поддерживают меня на протяжении всей моей карьеры, поделилась Адриана. В апреле 2016-го Адриана, как и рассказал ее бывший муж, слишком остро отреагировала на незначительную статью в журнале «Окей», в которой было написано, что Адриана Лима и Алессандра Амброзио не впечатлены моделями следующего поколения – Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Якобы им это рассказал источник, который слышал, как они поливают грязью своих юных коллег. Это было похоже на сцену из «Дрянных девчонок», доложил он. Они смеялись над скучной фотографией Кендалл и проблемной семьей, и они считают, что у обеих девочек нет уникального таланта, разве что милое личико. Адриана решила оправдаться, написав: «Абсолютная неправда. Иногда журналы ловят кайф от того, что увеличивают продажи путем негатива и ложных новостей. Я безоговорочно люблю 2 этих девушек и не могу поверить в то, что иногда журналы могут быть настолько негативными. Такие новости противоречат моему характеру и тем ценностям, которым научила меня мать». В июле во время отдыха в Греции Лима была замечена с футболистом Сами Хедира, после чего начали пускать слухи, что это ее новый возлюбленный, а с Джо Томасом, с которым ангел начала встречаться после объявления о разводе, роман был закончен. Позже представители Адрианы сообщили журналу People, что она и Джо действительно расстались, но роман с Сами не был подтвержден. В августе модель удостоилась чести стать последним человеком, который пронес олимпийский огонь и приняла участие в зажжении факела на Олимпийском стадионе в Рио. Назойливые папарацци, естественно, продолжали активную охоту на ангела, и в марте 2017-го Адриана была замечена с бейсболистом Мэттом Харви, но ни к чему серьезному это не привело. И в июле стало известно, что новым возлюбленным модели стал турецкий писатель Метин Хара.
И здесь-то начались страсти. Митин и Адриана подверглись невероятной критике, где его называли придурком, который ничего не стоит и который решил внести в свой послужной список модель мирового уровня и подняться на этом, а ее проституткой, как и всех моделей. И то, что связь с турком вообще не в почете. Также многие припомнили Лиме ее слова о том, что она не встречается с парнями ниже 180 сантиметров, называя их пару «мама с сыночком». За что же так многие не взлюбили Митина? Рассказываем. Хара родился с гемофилией, которую он унаследовал от отца, и это значительно снижало уровень его жизни. К тому же у него были сильнейшие аллергические реакции на более чем 1200 веществ. Он был больным ребенком, требующим особой заботы со стороны своей семьи. Его часто госпитализировали и делали инъекции кортизона. В 12 он понял, что может лечить сам и контролировать свою болезнь. Он прикладывал руки к больным местам, тем самым уменьшая боль. Когда он рассказал родителям о своих способностях целителя, они, конечно же, не поверили ему. Когда Митину исполнилось 15, мать его друга узнала о его способностях и порекомендовала получить профессиональные знания в этой области. Митин начал свое духовное путешествие. Он прошел немало тренингов, улучшив свои познания в эзотерике, а также поступил на медицинский факультет, отдел физической медицины и реабилитации. Во время своего обучения в университете он начал работать актером, чтобы зарабатывать себе на жизнь, снимаясь в рекламных роликах национальных и мировых брендов. Он проводил семинары и частные сессии с особо больными пациентами, попутно получив признание и в актерской деятельности, получив награду на международном кинофестивале в Анкаре в 2008 за роль в фильме «Слушай, Ней» как самый многообещающий актер. Также в 2008 он запустил проект Trust Human, который затем перерос в Академию. Его книга «Путь» была продана тиражом более 100 тысяч экземпляров всего за 3 месяца. Кроме этого, Митин привлек к себе внимание своей социальной активностью. Он не только высаживал деревья, спасал дельфинов, но и активно посещал и спонсировал тюрьмы, детские дома и дома престарелых. В 2014 он был выбран как спикер TEDx и со своей речью «Другой мир реален» побывал в 126 странах. Несмотря на все эти добрые и положительные дела, в родной стране писателя не взлюбили, называя его шарлатаном и выскочкой. Адриана же снова не стала молчать и выступила на защиту своих отношений, написав: «Сегодня я использую Инстаграм как площадку для правды. Как видно на картинке, хотя я не понимаю турецкий, вокруг меня и моей любви Митина ходят слухи. Для справки, мужчина рядом со мной – мой друг нетрадиционной ориентации. Пожалуйста, я прошу вас, уважайте нашу с Митином личную жизнь и прекратите постить фейковые новости, которые начали поступать с той самой минуты, как мы начали встречаться. Я прошу принять тот факт, что мы с ним счастливы и влюблены». Затем в конце года поклонники опять начали панику, что влияние Хары на Адриану крайне негативное, и есть вероятность, что он уже склонил ее к исламу, после того, как модель написала, что больше не будет сниматься в эротических фотосессиях и видео, параллельно отписавшись почти от всех действующих ангелов. Я получила звонок с вопросом о возможности съемки эротического видео со мной, которое будет опубликовано в социальных сетях. Несмотря на то, что я снималась во многих подобных, во мне что-то изменилось, когда моя подруга поделилась со мной тем, что не любит свое тело. После этого я задумалась о том, что каждый день своей жизни я просыпаюсь с мыслью о том, как я выгляжу, получу ли я одобрение на моей работе. В тот момент я поняла, что, вероятно, большинство женщин просыпаются каждое утро, пытаясь вписаться в стереотипы, которые навязывает социум, социальные сети, мода и тому подобное. Я подумала, что это неправильный образ жизни, и кроме того, это не полезно для ума и тела. Так что я решила внести изменения. Я больше не буду снимать свою одежду без причины, написала Лима. Все также решили, что Адриана больше не является ангелом Victoria's Secret, но о них она сказала обратное, что бренд вдохновляет женщин на уверенность в собственных силах, и под «без причины» подразумевалось видео, не относящееся к съемкам нижнего белья. А турецкие шпионы тем временем не оставляли пару в покое, внезапно обнаружив, что Лима почистила свой Инстаграм, удалив все фотографии с Харой, а также написала и быстро удалила пост в сторис: «Девушки, вы не центр реабилитации для плохо воспитанных мужчин. Это не ваша работа исправлять его, изменять его, опекать его или растить. Вам нужен партнер, а не проект». Представители модели опровергли сообщение о расставании с Харой и ее новые отношения с футболистом Лорисом Кариусом. Лима же лично в очередной раз попросила турецкие СМИ не плодить фейки, но в итоге пара все-таки рассталась. Ноябрь 2018 стал для поклонников грустным месяцем. Адриана объявила, что спустя 19 лет работы с Victoria's Secret складывает свои ангельские крылья.
О ее уходе было объявлено во время ежегодного шоу, где бренд сделал специальное видео, в котором она была названа величайшим ангелом всех времен. Дорогая Виктория, спасибо, что показала мне мир, поделилась своими секретами, а самое главное, не только дала мне крылья, но и научила летать, написала Лима. В июле 2019-го Адриана была замечена с новым парнем, которым стал турецкий бизнесмен Эмир Уяр. Да, у модели явная слабость к турецким мужчинам, но и этот роман продлился недолго. В июне 2020-го Лима недвусмысленно намекнула, что хочет признания и на территории США, опубликовав у себя в сторис фото Анны Винтур и подписав: «Не так легко латиноамериканке с формами получить признание в индустрии моды. Конечно, есть исключения. Некоторые фотографы и дизайнеры поддерживали меня несмотря ни на что. Они поймут, о ком я. Все еще жду мои обложки американского и итальянского Vogue». Непонятно только, почему модель возмутилась на итальянское отделение, ведь в 2014-м она дважды появлялась на их обложке. Одна была сольной, а для второй Лима стала одной из немногих моделей, которую пригласили поучаствовать в фотосессии в честь 50-летнего юбилея журнала. Возможно, сольная обложка была какой-то не такой. Напишите, что думаете об этом. А может быть и знаете что-то подробнее, чего мы не смогли найти и понять. Позднее пост был удален, а Адри все ждет свою обложку в Штатах. В мае 2021-го стало известно, что у Ангела завязался новый роман. На этот раз возлюбленным стал генеральный директор Милу Entertainment Андре Лемерс, который показал серьезный настрой в отношениях. А в сентябре стало известно, что Адриана примет участие в шоу Рианны Savage X Fenty. Такая небольшая ирония того, что Лима ушла из Victoria's Secret в тот момент, когда бренд попал под огромную критику и присоединилась к тому бренду, который отчасти приложил свою руку ко всем этим событиям. Кому интересно узнать историю всех этих скандалов, что обрушились на бельевого гиганта, посмотрите наше видео. В феврале 2022-го Адриана объявила, что беременна. И если вы подумали, какое чудесное событие, нашлись те, которых абсолютно не устроила внешность будущей мамы. В апреле Лима приняла участие в показе Александра Вонга, и у многих ее подтянутая фигура вызвала зависть и негатив. Модель вышла на подиум с уже заметно округлившимся животом, который был полностью открыт. Конечно же, многие возмутились, что не подобает беременной женщине выставлять на показ столь личный момент. А также стали утверждать, что Лима в свое время воспользовалась услугами пластической хирургии и прибегла к абдоминопластике, набирающей популярность в форме липосакции, из-за чего ее пресс стал выглядеть столь рельефно. Если вы наберете вес или забеременеете после липосакции живота, вы будете выглядеть как Адриана Лима, написал один из пользователей. В августе Адриана и Андре стали родителями. На свет появился мальчик, которому дали имя Циан. А в декабре Адриана уже вышла на подиум, приняв участие в показе Qatar Fashion United. И тут снова на бывшего ангела обрушилось море критики. Большинству было тяжело принять то, что Лима больше не выглядела как точеная статуэтка и не сидела ради показа на экстремальной диете, чтобы вернуть ту самую идеальную форму. В этот раз модель выбрала медленный путь, что для многих, конечно же, оказалось неприемлемо. В феврале 2023-го Лима стала глобальным послом болельщиков FIFA, после чего свое недовольство выразили некоторые спортсменки из женских сборных, назвав ее место пустым и непонятным. А также припомнили ей все ее высказывания про аборты, после чего в марте ее представители выступили с заявлением, что позиция Лимы в адрес женщин и LGBTQ+ сообщества полностью изменилась, и многие теперь считают модель союзником. В апреле Адриана внезапно возобновила сотрудничество с Victoria's Secret, став лицом аромата Heavenly. «Я так рада снова работать с Victoria's Secret. Это похоже на возвращение домой, ведь они всегда были для меня родными. Было потрясающе вновь оказаться на съемочной площадке вместе со всеми», поделилась Лима. В августе бренд представил свою новую линейку под названием Iconic, пригласив своих ветеранов в лице Жизель, Наоми, Кэндис и, конечно же, Адрианы. А в сентябре состоялась премьера нового шоу Victoria's Secret World Tour, которая стала для Лимы 19-м. Ее желание принять участие как минимум в 20 показах Victoria's Secret практически исполнилось. В ноябре Адриана вместе с семьей появилась на премьере фильма «Голодные игры. Баллада о певчих птицах и змеях», после чего попала на все полосы. Визажист модели настолько увлекся, что не заметил, как макияж, будем честны, испортил лицо. Естественно, все впали в ужас, что Лима стала очередной жертвой пластики, после чего ей опять пришлось за все оправдываться. Модель выложила фото без макияжа, подписав: «Лицо уставшей мамы
мамы девушки-подростка, 2 девочек, активного мальчика, годовалого малыша, который учится ходить, и 3 собак. Спасибо за вашу заботу. Адриана также неоднократно рассказывала, что не боится стареть, и именно в свои зрелые годы она чувствует себя красивее и увереннее. Когда я начинала карьеру модели, я знала, что однажды она закончится. Так заведено. Но я не хотела, чтобы такое произошло со мной. Вообще, в мире моды есть некий возрастной перерыв, и я очень хотела преодолеть его. Я хотела использовать модельную индустрию, чтобы показать, что женщины прекрасны в любом возрасте. Сейчас я представляю зрелых женщин в фэшн-индустрии, поэтому не вижу никакой необходимости в том, чтобы выглядеть моложе. И именно сейчас я чувствую себя намного красивее и увереннее. Я дольше всех работала моделью Victoria's Secret и Maybelline New York. Модели обычно недолго пользуются спросом, поэтому моей целью было сделать как можно более длительную карьеру, чтобы другие девушки, которые только начинают, знали, что есть такая возможность. И Адриана верна своему слову. Модель продолжает активно работать, и мы точно уверены, что если в следующем году Victoria's Secret вновь объявят о новом шоу, естественно, оно не останется без их главной звезды. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, как вы узнали об Адриане. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.